Север Австралии простирается на 800 тысяч квадратных километров и граничит с Индийским океаном на западе, а на востоке — с Торресовым проливом. Эти земли изолированы множеством горных цепей и пустошей. На этом обширном пространстве находится парк Какаду, занимающий более 700 тысяч гектаров. Парк включает уникальные экосистемы, где обитают редкие виды флоры и фауны, занесенные в Красную книгу. Местные аборигены народы Манку на протяжении тысячелетий живут в гармонии с природой, используя ресурсы, не нанося вреда экосистеме. Тропический климат региона характеризуется ярко выраженными сезонами. Влажный сезон с ноября по март приносит высокие температуры, превышающие 30 градусов по Цельсию, и осадки почти каждый день. С апреля по октябрь начинается сухой сезон, когда температуры значительно снижаются, а осадки крайне редки. Эти климатические условия влияют на формирование уникальных экосистем, но также делают регион сложным для постоянного проживания. В 2020 году население севера Австралии составило менее 120 тысяч человек. Основная часть жителей сосредоточена в городах, таких как Дарвин и Кейт, в то время как обширные территории остаются практически пустыми. Ограниченная инфраструктура значительно усложняет жизнь в этом регионе. Дороги и транспортные сети развиты слабо, что затрудняет доступ к удаленным районам и создает дополнительные трудности для развития. Экономические возможности региона ограничены. Несмотря на наличие богатых ресурсов – нефти, газа, золота и редких металлов, добыча и транспортировка этих ресурсов являются сложными задачами. Высокие затраты на логистику и нехватка рабочей силы сдерживают экономическое развитие. Местные власти и компании сталкиваются с необходимостью находить решения для преодоления этих вызовов. Культурное наследие аборигенов, населявших эти земли, оставило значительный след. Наскальные росписи и традиционные обряды до сих пор практикуются, придавая региону культурную уникальность. Эти факторы, от природных условий до экономических и культурных аспектов, создают особую атмосферу севера Австралии. Но что именно препятствует его развитию и делает его столь малонаселенным? Ответы на эти вопросы лишь начинают раскрываться в дальнейших исследованиях региона. С первыми днями ноября тропический климат севера Австралии вступает в свою активную фазу. Температуры стремительно поднимаются, достигая 35 градусов по Цельсию. Жители городов, таких как Дарвин, готовятся к влажному сезону, который приносит значительные дожди и скрывает угрозы, связанные с наводнениями и циклональными бурями. Местные жители заполняют запасы продуктов и воды, а власти усиливают контроль за готовностью инфраструктуры к неблагоприятным погодным условиям. Влажный сезон длится до марта. В это время реки, такие как река Аделаида и река Тенанта, наполняются до краев, вызывая подъем уровня воды, который может затопить окрестные территории. Сельское население иногда оказывается в изоляции, и доставка продовольствия в отдаленные районы становится настоящим испытанием. Восстановление после наводнений требует времени и ресурсов, что дополнительно осложняет экономическую ситуацию в регионе. Тем не менее, влажный сезон также приносит жизнь. Леса расцветают, а многочисленные экосистемы наполняются уникальными экзотическими видами. Флора, устойчивая к влажности, начинает расти активно, привлекая разнообразных животных. В это время активизируются миграции многих видов птиц, таких как пеликаны и ибисы, которые прилетают на сезонные водоемы. Местные аборигены используют этот период для охоты и рыбалки, полагаясь на свои знания о природе и ее циклах, которые передаются из поколения в поколение. С началом апреля начинается сухой сезон, который приносит с собой резкое снижение температуры и практически полное отсутствие дождей. Это время огненных опасностей, лесные пожары становятся частым явлением. Власти запускают программы по контролю за пожарами и профилактике, а местные жители прорабатывают стратегии защиты своих домов и имущества. Сухие ветры, дующие с моря, создают условия для распространения огня, и каждое лето жители становятся свидетелями борьбы с природными стихиями. Однако, несмотря на это, сухой сезон также приносит возможности. Туризм в этот период процветает. Сотни туристов собираются, чтобы исследовать уникальные природные ландшафты, такие как Национальный парк Личфилд, известный своими водопадами и природными бассейнами. Местные предприниматели открывают кафе и магазины, привлекающие путешественников.
Этот поток гостей дает небольшой, но важный импульс экономике региона. Тем не менее, климатические условия продолжают оставаться препятствием для стабильного населения. Ограниченное количество ресурсов, доступных в определенные сезоны, делает жизнь в этом регионе стрессовой и непредсказуемой. Сложные климатические явления и их последствия создают среду, в которой развитие становится настоящим вызовом, что вызывает вопрос о будущем севера Австралии и его жителей. На протяжении тысячелетий аборигены, народности которых населяют север Австралии, адаптировались к сложным климатическим условиям и экосистемам региона. В их культуре доминирует глубочайшая связь с землей и природой. Аборигены практикуют традиционное ведение хозяйства, которое включает охоту, рыболовство и собирательство, основываясь на знаниях, передаваемых из поколения в поколение. В поселении Юндаму, расположенном в северном квадрате, жители собираются, чтобы отпраздновать сезон сбора ямсов, одного из основных продуктов питания. Женщины собирают корни ямсов, используя традиционные инструменты, созданные из дерева и камня. Этот процесс требует высокой точности и знаний о том, где можно найти самые вкусные и питательные корни. В то время как женщины трудятся, мужчины отправляются на охоту за кенгуру, использовавшие ловушки и метательные копья. Каждый элемент процесса, от ловли до приготовления пищи, наполнен культурными обрядами и символикой. Вечером после успешного сбора урожая местные жители собираются у костра. Они делятся историями, которые берут начало из далекого прошлого. Эти мифы о создании мира, природных духах и предках передаются через устное повествование. Каждая история несет в себе информацию о Земле и ее ресурсах, о том, как действовать в различных ситуациях. Убеждение, что Земля — это живое существо, пронизывает все аспекты их жизни. Каждый участок Земли имеет свою собственную Dreamtime — историю, связывающую людей с их предками. С приходом европейцев в XIX веке начались резкие изменения. Колониальные власти начали отнимать земли, на которых аборигены вели свое хозяйство. Это привело к конфликтам и насилию, что снизило численность местного населения. Многие традиции и обычаи оказались под угрозой исчезновения. В это время аборигены начали объединяться для защиты своих прав. В 1946 году они создали Патриотическую ассоциацию аборигенов, чтобы отстаивать свои интересы и права на землю. В последние десятилетия наблюдается возрождение интереса к культуре аборигенов. Правительственные программы направлены на восстановление и поддержку традиционных практик. В некоторых местах, таких как Какаду, реализуются проекты по совместному управлению земельными ресурсами с участием местных аборигенов. Это позволяет не только сохранить культуру, но и использовать традиционные методы в современном ведении хозяйства. Туризм также играет важную роль в сохранении культуры. Посетители приезжают, чтобы ознакомиться с традиционными танцами, искусством и ремеслами. Аборигены предлагают экскурсии по своим землям, делясь своими знаниями о природе, традициях и истории. Этот обмен приносит не только доход, но и способствует признанию их культурной ценности. Тем не менее, аборигены продолжают сталкиваться с вызовами. Современные проблемы, такие как нищета и отсутствие той же инфраструктуры, что и у других населения, ставят под угрозу их образ жизни. Как же сохранить уникальную культуру, когда окружающий мир продолжает меняться? Вопрос остается открытым, и его решение зависит как от самих аборигенов, так и от общества в целом. С начала 21 века север Австралии привлекает внимание инвесторов благодаря своим природным ресурсам. Запасы нефти и газа, обнаруженные в шельфовых водах, становятся основным предметом обсуждения на экономических форумах. В то же время местное население сталкивается с противоречиями, связанными с этими ресурсами. В начале 2000-х годов началось активное бурение на месторождении Бонгос, что привлекло внимание не только компаний, но и экологических организаций. На фоне экономического бума правительство продвигает проекты по добыче полезных ископаемых, обещая рабочие места и развитие инфраструктуры. Однако аборигены и защитники окружающей среды выражают обеспокоенность. Они считают, что разработка природных ресурсов приведет к разрушению экосистем и уничтожению мест обитания диких животных. В марте 2020 года местное сообщество организовало митинг в Дарвине, требуя остановить проекты, которые угрожают их землям. Тысячи людей вышли на улицы, протестуя против разрешений на бурение, выданных без консультаций с местными жителями.
В ответ на протесты правительство объявило о создании комиссии, которая будет исследовать влияние добычи на местные экосистемы. Работы комиссии начались в июне той же года, и местные жители с надеждой ожидали результатов. Однако информация о том, что многие члены комиссии имеют связи с горнодобывающими компаниями, вызвала недовольство. Аборигены начали открыто заявлять о своем недоверии к системе и требовать прозрачности в процессах принятия решений. Параллельно с этим в глубине страны, в районе национального парка Какаду, растет напряжение между защитниками природы и представителями горнодобывающих компаний. В апреле 2020 года произошел инцидент, когда рабочие, занимающиеся разведкой, были заблокированы местными жителями, недовольными отсутствием диалога. Этот конфликт привлек внимание средств массовой информации и стал темой обсуждения на национальном уровне. Аборигены в защиту своей земли провели акцию протеста, рассказывая о важности сохранения своих культурных ценностей и природных ресурсов. В это время экономические прогнозы остаются неутешительными. Несмотря на существующие запасы, высокие затраты на добычу, транспортировку и необходимость в квалифицированной рабочей силе создают дополнительные препятствия. В результате инвесторы начинают терять интерес, и проекты по разработке ресурсов могут быть приостановлены. Рост беспокойства среди местных жителей подогревает ситуацию, и они организуют фокус-группы, чтобы разработать альтернативные предложения по развитию региона без ущерба для экологии. В этом контексте аборигены начинают активно использовать свои знания для продвижения устойчивого туризма. Они предлагают не только экскурсии по своим землям, но и программы по обучению местных жителей, как правильно вести бизнес в условиях ограниченного бюджета. Это позволяет им сохранить свои традиции и одновременно развивать экономику. Однако, несмотря на все усилия, конфликт между экономическими интересами и защитой окружающей среды продолжает углубляться, создавая новый виток напряженности в регионе. Таким образом, север Австралии оказывается в центре борьбы между современными экономическими реалиями и традиционными ценностями, что ставит под угрозу будущее как местного населения, так и уникальных экосистем. Каждый новый шаг, будь то протесты или переговоры, приближает или, наоборот, отдаляет их от решения проблемы. С началом заседания комиссии в июле 2020 года стало очевидно, что отсутствие инфраструктуры и транспорта остается одной из главных проблем для развития региона. Хотя правительство обещало вложения в дороги и мосты, реальность оказалась далека от ожиданий. Основные транспортные артерии, связывающие отдаленные поселения и города, находятся в запущенном состоянии. Многие дороги не имеют асфальтового покрытия и становятся непроезжими в дождливый сезон, что затрудняет доступ к базовым услугам. В это время в поселении Нула, расположенном на границе национального парка Какаду, местные жители испытывают серьезные трудности. В августе после сильных дождей единственная дорога, соединяющая их с Дарвином, оказалась затопленной. Пожилые люди и дети, нуждающиеся в медицинском обслуживании, остались изолированными от больниц и аптек. Местные жители организовали группу для доставки медикаментов и еды, используя небольшие катера, но это лишь временное решение. Проблема транспортировки стала предметом обсуждения на встрече с местными властями. В сентябре 2020 года собрались представители нескольких сообществ, чтобы обсудить необходимость создания надежной транспортной инфраструктуры. Многие выступали с предложениями улучшить существующие дороги, а также построить новые. Однако предложенные планы не находили поддержки у правительства, которое в основном ориентировалось на инвестиции в добычу полезных ископаемых. Ситуация накалялась, когда в октябре местные жители начали акцию протеста. Они перекрыли дороги, требуя улучшения инфраструктуры как условия для поддержки горнодобывающих проектов. Многие из них аргументировали, что без соответствующих дорог и транспортных систем ни один проект не сможет привести к устойчивому развитию. Митинг собрал свыше 1000 человек, и к ним присоединились активисты из других регионов. Это привлекло внимание СМИ и вызвало широкий общественный резонанс. В ответ на протесты правительство решило провести дополнительные консультации. В ноябре 2020 года представители местных сообществ были приглашены на встречу с чиновниками и бизнесменами, чтобы обсудить планы по улучшению транспортной инфраструктуры. Однако вместо конструктивного диалога административные барьеры вновь проявили себя.
Местные жители сообщили, что многие их предложения игнорируются, а акценты ставятся на удобство для горнодобывающих компаний. Прекращение коммуникации между местным населением и правительством усугубило напряженность. В начале декабря в Нуле произошел инцидент, когда группа местных жителей попыталась заблокировать строительную технику, направлявшуюся к месторождению Бонгос. Полицейские силы были вызваны, что привело к конфликту. Несколько активистов были арестованы, что подняло волну протестов и возмущения среди местного населения. Отсутствие инфраструктуры продолжало быть камнем преткновения в вопросах как экономического развития, так и защиты прав местных жителей. Каждый новый день приносил разногласия и недовольство, создавая еще более глубокие трещины между правительством, бизнесом и аборигенами. Время шло, а решение проблем оставалось далеким, в то время как напряжение нарастало. Конфликт, вызванный отсутствием необходимых условий для жизни, углублялся, и каждый новый шаг лишь приближал к необходимым переменам или, наоборот, уводил в бездну отчаяния. В начале января 2020 года, когда сезон дождей достиг своего пика, экологическая ситуация на севере Австралии стала критической. Постоянные дожди привели к наводнениям, затопившим дома и сельскохозяйственные угодья в ряде поселений, включая Нулу. Местные жители вынуждены были эвакуироваться, и гуманитарные организации начали спешно раздавать помощь. В то же время обострился вопрос о том, как природные условия влияют на экосистемы региона. Местные экологи начали фиксировать увеличение загрязнения водоемов, которое стало результатом стихийных бедствий и недостаточной инфраструктуры. Стоки из городов и сельских районов, смешиваясь с дождевыми водами, попадали в реки и озера, вызывая массовую гибель рыбы и других водных организмов. Аборигены, полагавшиеся на рыбалку как на основной источник пищи, столкнулись с нехваткой ресурсов. К концу января, когда вода в реках начала успокаиваться, в Нуле разразился новый конфликт. Местные жители обвинили власти в бездействии, требуя немедленных мер по очистке водоемов и восстановлению экосистемы. В то же время горнодобывающие компании продолжали свою деятельность вблизи берегов, не принимая во внимание экологические последствия. В феврале была инициирована кампания по сбору подписей, в которой аборигены требовали запрета на работы возле загрязненных водоемов, но это не смогло остановить бурение. Ситуация усугублялась, когда в марте в регион пришла информация о планах правительства по расширению добычи нефти и газа в районе Какаду, который является частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Это вызвало бурю протестов среди активистов и местных аборигенов. Митинги собирали все больше людей, и к ним присоединялись экологи из других регионов. Они опасались, что вмешательство в хрупкую экосистему может привести к необратимым последствиям для флоры и фауны. В ходе одного из митингов, который состоялся в начале апреля, была организована акция в защиту местных экосистем. Участники выставили плакаты с лозунгами о необходимости сохранения природы и защиты своих земель. Напряжение достигло предела, когда группа манифестантов попыталась перекрыть дорогу к месту бурения. Полиция, вновь вызванная на место, разогнала протестующих, что привело к столкновениям. С каждым днем конфликты обострялись. Местные жители начали больше осознавать, что их права и интересы игнорируются. Важно было не только защитить свою культуру, но и сохранить землю, которая кормила их на протяжении тысячелетий. В ответ на давление местные власти согласились провести эколого-экономическую экспертизу, но многие жители были скептически настроены, сомневаясь в ее результате. Сложная экология региона продолжала оставаться в центре внимания, и на горизонте замаячила новая угроза. Недостаток воды, повышение температуры и воздействие человека негативно сказывались на уже хрупких экосистемах. Вопрос о том, как сохранить природу и одновременно развивать экономику, становился все более актуальным, ставя каждого перед необходимостью выбора между прогрессом и уважением к земле. Каждый новый шаг в этом хрупком балансе мог привести к разрушительным последствиям, и напряжение продолжало нарастать с каждым днем. В начале мая 2020 года север Австралии оказался в центре геополитических интересов, когда несколько иностранных компаний начали активные закупки прав на разведку и добычу полезных ископаемых в регионе. Крупные корпорации, такие как китайская Sinopec и индийская ONGC Videsh, начали инвестировать в проекты, связанные с добычей нефти и газа.
Это вызвало рост тарифов на землю и активизировало протесты местного населения, обеспокоенного угрозой утраты своих земель. Аборигены начали объединяться с правозащитными организациями, чтобы создать международное давление на австралийское правительство. В середине мая прошла конференция, на которую прибыли экологические и правозащитные организации из разных стран, включая Greenpeace и Amnesty International. Местные жители представили свои аргументы, основанные на исследовательских данных о негативных последствиях для экологии и культуры, и призвали международное сообщество поддержать их борьбу за сохранение традиционных земель. На конференции внимание сосредоточилось на проблеме прав на землю. Аборигены представили документы, подтверждающие их права на традиционные земли, и потребовали признания этих прав от австралийских властей. Однако чиновники, находясь под давлением иностранных инвесторов, продолжали игнорировать их требования. Это привело к тому, что местные жители начали организовывать акции протеста, включая блокировки дорог и демонстрации. В конце мая у офиса местного правительства в Дарвине конфликт достиг критической точки. Сотни протестующих собрались, чтобы выразить свое недовольство, когда полиция попыталась разогнать митинг. Столкновения привели к арестам нескольких активистов, включая известного аборигена-активиста Дэниела Джонса, что вызвало волну возмущения не только в местных сообществах, но и на международной арене. Правозащитные организации начали привлекать внимание международных СМИ, и ситуация обострилась. В начале июня австралийское правительство вынуждено было реагировать на негативный общественный резонанс. Была назначена новая встреча с представителями аборигенов, на которой чиновники попытались наладить диалог. Однако многие местные жители, включая старейшину приходского совета Мэри Ланкастер, были настроены скептически и считали, что их голос снова будет проигнорирован. Международные инвесторы начали переосмысливать свои планы на фоне протестов. Боясь ухудшения общественного мнения и возможных санкций, такие компании, как Sinopec, начали откладывать проекты. Это создало дополнительное напряжение, поскольку местные жители рассчитывали на поддержку извне, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за права. В конце июня группа аборигенов, включая молодых лидеров, отправилась в Канберру, желая встретиться с федеральными чиновниками и обсудить стратегию защиты своих прав. Однако поездка закончилась разочарованием. Власти не уделили должного внимания их требованиям, что вызвало у местных жителей чувство предательства. Они поняли, что их борьба — это не только вопрос местного значения, но и сложная геополитическая игра, в которой их голоса могут быть проигнорированы. Конфликт углублялся, а напряжение продолжало нарастать. Будущее Северной Австралии оставалось под вопросом, и каждый новый шаг лишь подтверждал, что решение проблемы становится все более далеким. В начале июля 2020 года ситуация на севере Австралии достигла критической точки. Местные аборигены, недовольные игнорированием их прав, решили организовать масштабную акцию протеста, которая должна была стать кульминацией их борьбы. Они призвали всех, кто готов поддержать их дело, присоединиться к митингу у здания парламента в Канберре. В то же время правительство объявило о запуске новой программы, предполагающей улучшение инфраструктуры и поддержку местного населения. Однако многие аборигены рассматривали это как попытку успокоить недовольство, не давая реальных решений проблем. На митинг в Канберре собрались сотни активистов, представителей правозащитных организаций и местных жителей. Участники принесли с собой плакаты с лозунгами, требующими уважения к правам на землю и защите экологии. В центре внимания находился Дэниел Джонс, который выступал с речью, призывающей к единству и настойчивости в борьбе за свои права. Он рассказал истории о своем народе и о том, как их земли страдают от добычи полезных ископаемых. Его выступление вызвало эмоциональный отклик, и толпа поддерживала его крики. Однако, когда протестующие начали блокировать вход в парламент, ситуация резко обострилась. Полиция, получившая распоряжение о разгонах, окружила протестующих и начала применение силы. Столкновения начались, когда протестующие не покидали свои позиции. Местные журналисты запечатлели моменты насилия, и эта информация быстро разошлась посредством массовой информации. За пределами Канберры общественное мнение начало меняться, и многие начали осознавать серьезность ситуации. В это время правительство под давлением общественности решило провести экстренное заседание.
Премьер-министр Питер Теннисон и министр ресурсов Эмили Уэйт обсуждали, как можно решить возникший кризис. В ходе обсуждений была озвучена идея о создании специального комитета для пересмотра прав на землю и прав аборигенов, но многие в правительстве считали это слишком рискованным шагом. Они боялись, что это может подорвать инвестиции, которые уже начали поступать от иностранных компаний. Среди конфликтов и разногласий к протестующим подошла группа местных парламентариев, среди которых был и Джеймс Келли, новый депутат, который ратовал за права аборигенов. Он обратился к протестующим с обещанием, что он будет работать над их требованиями и что правительство должно быть открыто для диалога. Его слова вызвали новую волну надежды среди участников. Однако многие все еще сомневались в искренности его намерений, так как предыдущие переговоры часто заканчивались безрезультатно. Тем временем, во время столкновений Дэниел Джонс был задержан полицией. Его арест стал триггером для дальнейшего обострения ситуации. Протестующие, увидев, что их лидер был взят под стражу, выступили с требованиями немедленного освобождения. Это привлекло внимание не только местных жителей, но и международных наблюдателей, которые начали следить за развитием событий с большим интересом. На фоне общественного давления правительство решило назначить экстренную пресс-конференцию. Премьер-министр Теннисон выступил с заявлением о необходимости завершения переговоров и создания рабочей группы, в которую войдут как представители правительства, так и аборигены. Он призвал к спокойствию и диалогу, но многие участники митинга восприняли это как очередную попытку обмануть их. Кульминация конфликта была достигнута, и каждый следующий шаг мог привести либо к миру и пониманию, либо к дальнейшему насилию и разрыву. Напряжение висело в воздухе, и будущее региона зависело от того, удастся ли сторонам найти общий язык. В середине июля 2020 года, когда ситуация на севере Австралии накалилась до предела, данные о миграционных трендах стали вызывать все большее беспокойство у местных жителей. Аборигены, переживающие за свою культуру и права, начали замечать, что молодые люди из их общин покидают родные земли в поисках лучшей жизни в крупных городах, таких как Дарвин и Мельбурн. Этот процесс миграции усилился на фоне экономических трудностей и отсутствия надежных рабочих мест в их общинах, что угрожало традиционному образу жизни. В это время на фоне активных протестов в Нуле состоялась встреча с местными лидерами и старейшинами, которые обсудили проблему миграции. Они заметили, что многие молодые люди уезжают не только из-за экономических причин, но и из-за чувства безнадежности. Нехватка возможностей и отсутствие поддержки от правительства заставляли их искать лучшую жизнь вдали от родных земель. Обсуждение миграции всколыхнуло сильные эмоции, и старейшина Мэри Ланкастер выступила с призывом сохранить молодежь в своих общинах. Тем временем правительство провело экстренное заседание, чтобы обсудить растущее недовольство среди аборигенов. Министр ресурсов Эмили Уэйт представила новый план, который предполагал создание рабочих мест в сфере экотуризма и устойчивого сельского хозяйства. Однако многие аборигены восприняли это как недостаточную меру. Дэниел Джонс, освободившийся после ареста, вновь выступил с речью, в которой подчеркнул, что просто создание рабочих мест не решит коренных проблем. Он призвал правительство к действию, которое изменит всю систему. На фоне напряженности между правительством и аборигенами участники протестов начали получать информацию о планах, которые обсуждались на закрытых заседаниях. Оказалось, что некоторые местные власти и бизнесмены имели личные интересы в ресурсах, находящихся на землях аборигенов. Это открытие вызвало новый всплеск возмущения. Аборигены начали требовать прозрачности в процессе принятия решений и создания независимой комиссии для контроля за разработкой ресурсов. В конце июля, во время очередного митинга в Канберре, поступила новость о том, что правительство собирается продлить лицензии на добычу полезных ископаемых в традиционных землях аборигенов. Это вызвало протесты со стороны местного населения. Тысячи людей вышли на улицы, требуя отставки министров, отвечающих за экологическую политику, и окончательного признания прав аборигенов на землю. Напряжение достигло своей кульминации, когда в процессе протестов произошла стычка с полицией. Митингующие под руководством Дэниела Джонса начали блокировать главные дороги, что привело к массовым задержаниям. Мэри Ланкастер была одной из тех, кто был арестован, что вызвало волну гнева и солидарности среди протестующих.
Тем временем международные СМИ снова обратили внимание на ситуацию, и вскоре новость о насилии в Канберре разошлась по всему миру. Это событие стало поворотным моментом в конфликте. Местные жители, обессиленные и полагающиеся на международное сообщество, начали осознавать, что их борьба за землю и право — это не только местная проблема. Они начали налаживать связи с международными правозащитными организациями, которые готовы были поддержать их в борьбе. Каждый новый шаг и каждое новое открытие приближали их к кульминации конфликта, и будущее севера Австралии, казалось, зависело от того, смогут ли они сохранить свои земли и культуру в условиях нарастающего давления. В начале августа 2020 года, после бурного месяца протестов и международного внимания, правительство Австралии наконец приняло решение о создании специальной комиссии для изучения прав аборигенов и их требований. Это заявление стало результатом нарастающего давления со стороны общества и международной общественности. Премьер-министр Питер Теннисон после долгих обсуждений пообещал, что комиссия будет независимой и составлена из представителей как аборигенов, так и экспертов, что дало надежду на дальнейшие перемены. На встрече в Канберре, где собрались лидеры аборигенов, правозащитники и члены комиссии, обсуждались пути решения конфликта. Дэниел Джонс и Мэри Ланкастер выступили с предложениями о развитии программ, направленных на поддержку молодежи, которая покидала свои общины. Они предложили создать образовательные проекты, которые бы сочетали традиционные знания аборигенов с современными навыками, такими как экотуризм и устойчивое сельское хозяйство. Эти инициативы получили поддержку от членов комиссии. Тем не менее, реализация этих программ была связана с множеством вызовов. Несмотря на положительные изменения, оставались сомнения относительно намерений правительства. Многие аборигены опасались, что новые инициативы могут оказаться лишь иллюзией, не приводящей к реальным переменам. Чтобы предотвратить это, они решили активно участвовать в процессе, создавая союзы с экотуристическими агентствами и местными образовательными учреждениями. В сентябре 2020 года были запущены первые проекты, направленные на возрождение культуры и устойчивое развитие. Местные жители начали обучать молодежь традиционным ремеслам, таким как изготовление традиционных инструментов и искусство рисования. Эти проекты получили поддержку от иностранных инвесторов, которые увидели в них потенциальную возможность для бизнеса и начали направлять финансирование на развитие туризма. Тем не менее, вызовы оставались. Существовали опасения, что миграция молодежи продолжится, если не удастся создать устойчивые рабочие места. Правительство продолжало под давлением международных инвесторов, что создавало напряжение между экономическими интересами и потребностями местных жителей. В то время как некоторые молодые люди находили возможности в крупных городах, другие оставались верны родным землям, стремясь изменить ситуацию к лучшему. К концу года стало ясно, что будущее севера Австралии зависит от способности местных жителей, правительства и бизнеса найти баланс между экономическими интересами и уважением к культуре аборигенов. Акции протеста и международное внимание стали каталистом для изменений, но настоящая работа только начиналась. Прошло несколько месяцев с момента создания комиссии, и аборигены начали чувствовать, что их голоса были услышаны. Новая волна молодых лидеров, таких как Дэниел Джонс и Мэри Ланкастер, вдохновила своих соплеменников вернуться к истокам, сохраняя при этом возможность для будущего. Они понимали, что для сохранения своей культуры и земли необходима активность и участие в управлении. История севера Австралии оставила глубокий след в памяти людей. Она стала символом борьбы за права, идентичность и устойчивое развитие в условиях современных вызовов. Вопрос о будущем региона остается открытым, и каждый его житель знает, что борьба за свои права и культуру будет продолжаться. Но теперь они не одни, за ними стоит целый мир, готовый поддержать их в этом пути.